Всем привет, меня зовут Веруша, Всем привет, меня зовут Веруша, скоро новогодние праздники, а всегда в такое время хочется волшебства, чудес, чего-то необычного, может быть, кто-то хочет необычной встречи, или, может быть, кто-то ожидает своего подарочка под елочкой. Я, кстати, сегодня хотела поговорить именно про подарки, но подарки в каком ключе? Во-первых, я хотела бы сделать для вас предложение, а во-вторых, рассказать сегодня напомнить о том, что наши желания, они сбываются, и моя жизнь 100% это подтверждает. Желания могут сбываться очень необычным образом. И Новый год — это такой праздник, у кого-то происходит обнуление, кто-то там увольняется с работы, кто-то ожидает, что Новый год, вот как с чистого листа, все пойдет по-другому. У кого-то традиция загадывать, писать на листочке, поджигать, с шампанским выпивать. У меня это немножко иначе работает. У меня вот с шампанским это все желания, те, что загадывала, они не сбывались. Я сегодня буду рассказывать такую интересную, чудесную историю о том, как у меня сбылось желание, которое вот я просто загадала, подумала в своей голове, отправила куда-то там запрос и забыла про это. И буквально через несколько дней у меня начали происходить очень такие необычные события, которые подвели меня к исполнению моего желания. Это будет связано с деньгами, поэтому, может быть, кому-то эта история будет интересна. Она, правда, очень-очень необычная. Это еще раз подтверждение того, что наши мысли материальны, и мы сейчас уже в конце года можем загадать и сформировать свое будущее, которое, я думаю, что все связывают с чем-то наилучшим для себя. Первое, значит, с чего хочу начать, это с предложения. Я уже на протяжении каких-то там месяцев записываю видео как раз о том, что наши мысли материальны, и мы сами формируем свое будущее своими мыслями, как мы думаем и так далее. И мне писали в комментариях кто-то там какие-то истории, как у них сбывались желания. Там одна девушка написала, как сбылось желание у знакомой, когда она загадала встретить мужа, и на следующий день она действительно встретила мужа в совершенно необычной обстановке. И я подумала о том, что мне было бы очень интересно разбирать такие истории. Мне всегда было интересно слушать какие-то мотивирующие видео, слушать успешных людей, которые добились своей жизни, начиная тоже с чистого листа, например, вообще у них не было какого-то там хорошего старта, то есть люди, которые вот просто вот от и до сделали себя. И мне было всегда интересно, почему у одних людей это получается, что они делают правильно, а почему другим людям это не удается, и что они в своем случае делают неверно. Поэтому вот таким образом я бы хотела вам предложить писать мне. Я оставлю под комментарием. Я не знаю, у меня канал маленький, я, конечно, ни на что не надеюсь, но вдруг, мало ли, может быть, кто-то меня услышит, заинтересуется. Я бы хотела разбирать такие ситуации, и тем самым, возможно, вы бы вместе со мной для себя бы понимали, что нужно делать, какие нужно принимать там решения, или что нужно менять в своей жизни, чтобы тоже исполнить там свои мечты и стать таким же успешным, например, человеком, как другие, к примеру. Да даже элементарно просто встретить своего человека, что нужно для этого делать, потому что это тоже у некоторых является главной мечтой жизни, к примеру, а человек не встречается. Опять же, почему один человек встречает, а другой не встречает свою любовь, свою вторую половинку? Что нужно сделать?
Вот, поэтому таким образом буду благодарна просто каждому письму, если хотя бы одно письмо придет, ну просто буду вообще чрезмерно благодарна, это будет мне подарок на Новый год. Вот, все, значит, отправила запрос к вам, а там уж, конечно, решайте сами, вообще интересно вам это или нет. Значит, перехожу я к интересной своей истории. Я загадала, когда у меня не было работы, я загадала, что мне нужны деньги, потому что я у себя в голове понимала, что мне нужно там оплатить, тут, в общем, много всего у меня накопилось того, что мне нужно было оплатить. Вот, и я понимала, что мне нужны лишние, ну, там, на это, к примеру, я вот сейчас цифры назову, к примеру, там лишние, ну, 100-150 тысяч, к примеру. Вот. И повторюсь, я не работала в этот период, и поэтому, собственно, мне нужно было откуда-то деньги взять. И, там, второй половинки у меня нету, которая могла бы мне помочь, еще что-то. То есть мне нужно было откуда-то просто это придумать. И я покупала на Авито, я покупала себе спортивный костюм. Не спортивный костюм, так как сейчас Victoria's Secret ушла от нас, я покупала, ну сейчас уже можно заказать на маркетплейсе, который у нас появился, а тогда только ушла Виктория, и я не могла себе, я хотела себе Victoria's Secret, потому что мне удобно заниматься в таких костюмах, именно материалы, все такое, и как это выглядит. Вот. И я нашла на Авито девушку, которая, у нее был свой склад, сначала у них был магазин Victoria's Secret, интернет-магазин большой достаточно, и в пандемию они очень прекрасно существовали, продавали, и все было замечательно. А потом команда распалась ихняя, и она ушла вот на Авито, продавала очень за недорого вещи, уже остатки. Но там, надо сказать, остатки, там она снимала уже маленький склад, но очень много было вещей, там 6 огромных, вот просто высоченных контейнеров. Там, я не знаю, сколько там килограмм вещей было, 50, наверное. Ну, короче, очень много. Вот, и я с ней встретилась и купила костюм. И оставила у себя в заметочке эту девушку, очень приятную, потому что у нее там были купальники, еще что-то. Вот. И я показала своим знакомым, знакомые выбрали купальник, и я снова обратилась к ней. Приехала еще раз на встречу, чтобы забрать, и она мне сделала предложение. Она говорит: вы не хотите у меня выкупить эти вещи, потому что я уезжаю в другую страну. У меня больше нет времени этим заниматься. Она была не из Москвы, и ей негде было даже хранить эти вещи. Она говорит: я каждый раз плачу за склад, за еще что-то. В общем, мне это все очень уже неудобно. Вот, и я как-то что-то вообще даже и не думала, я говорю: ну, я подумаю над вашим предложением, но мне как бы тоже эти вещи вот как-то вообще вот не сдались совершенно. Вот, и надо сказать, вот до этого, да, я загадала, что мне нужны деньги, вот. И когда она мне предложила, у меня совершенно не было прямой линии с этим, что она мне предлагает вещи, я их буду продавать, и вот на этом как-то я заработаю. То есть я таким вообще никогда не занималась, у меня в мыслях не было что-то там продавать, еще что-то. Вот. И она мне параллельно рассказывала, что на самом деле, типа, если этим заниматься, то можно как бы неплохо зарабатывать, вот. Но это надо закупаться, это нужно ездить, это нужно покупать где-то, брать эти вещи там, и так далее, короче. Вот. Ну, то есть меня это вообще никак не заинтересовало, не хотела и не хочу этим заниматься. Но когда она говорит: давайте если вы решите, вы подъедете тогда на склад, и я вам покажу вещи, которые есть, и вы как бы для себя поймете, нужно вам это или нет. Вот. Я подъехала, и я не работала, у меня было время, я подъехала и увидела эту гору вещей.
И я поняла, что, в принципе, она мне предлагала какую-то очень маленькую сумму за то, чтобы я выкупила это. Вот, и я выкупила все эти вещи, и потом довольно успешно их очень быстро все продала. Ну, никак не все, у меня еще остались какие-то вещи, вот, но я продала, надо сказать, я там не завышала цену, но тем не менее на этом очень-очень, как раз те деньги, которые я себе сказала, что мне нужны вот для какой-то оплаты чего-то, я как раз вот именно их и заработала. Это вот, знаете, тот случай, когда говорят, что на каком-то этапе вот человек бывает, к примеру, он переживает всегда о том, что у него нет денег, а если послушать какие-то там мотивирующие истории или какие-то вот, ну, бывает, как, знаете, как будто Вселенная тебя поддерживает, как будто вот вроде как ниоткуда брать эти деньги, а раз какая-то ситуация, какая-то девушка, которая просто предложила, которая вот у нее не было возможности уже хранить эти вещи, у нее не было времени продавать их, и раз, и вот какая-то вот такая вроде необычная история, я хотела с ней с вами поделиться, и к чему я это рассказываю? К тому, что, ну, это позволило, вот, я говорю, мне все оплатить, и даже еще чуть-чуть и что-то там себе купить из вещей, то, что я там какой-то брючки, платье хотела. Я, конечно, этим заниматься не буду, но это просто как, там, грубо говоря, магазин, да, как некоторые просто там на маркетплейсах, опять же, или там на Яндексе, на Валберсе, на Озоне продают свои вещи, вот решают они заниматься, там, открывают ИП, решают они заниматься продажей этих вещей. Это довольно непросто, и я была тут недавно в Яндексе в компании, и мне рассказывала девочка как раз, что у ее знакомая хотела продавать вещи, у нее не получилось, она летала, закупала вещи, но очень сложно, даже если у тебя вещь будет 500 рублей стоить, очень сложно ее, когда тебя никто не знает, а конкуренция большая, где-то будет 300 рублей такая футболка, очень сложно продавать. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, я думаю, что мне просто повезло. У меня таких историй в жизни миллион. Когда я о чем-то подумала, и вот таким образом это просто вот необычным образом сбылось. Это же действительно как-то необычно. Какой-то незнакомый человек, который мне что-то предложил. И я вот так вот. То есть это реально оригинальные вещи, это не китайские вещи, я, кстати, хотела сказать, на всякие пожарные. То есть я такими вещами вообще не занимаюсь, там, или, например, китайские выдавать за оригинал. То есть это оригинальные вещи, действительно, просто мне удалось их купить за копейки, ну, продать чуть дороже. Вот. В общем, вот такая вот история, я ее хотела рассказать, чтобы напомнить о том, что наши желания, они сбываются, и не надо думать о том, как они сбудутся. Они сбудутся. Нужно просто загадать то, что вы хотите, потому что с возрастом, когда мы взрослеем, мы меньше начинаем верить в чудеса, в то, что что-то может необычное произойти. Вот, пожалуйста, вот такого плана запросто это произошло сбылось через 2 дня, ну, продавала я какое-то время, да, но довольно быстро получила деньги. Поэтому загадывайте, желайте, и мечты исполняются, это точно. Вот, все, я закругляюсь, рассказала историю. Ну, еще раз я попрошу вас писать мне истории, которые, может быть, лично у вас произошли, как у вас сбылись мечты. Рассказывайте, пишите, будем разбирать, как, что, кто делает правильно, как кто делает неправильно. В дальнейшем у меня много планов по поводу этой темы. И, в общем, таким образом. Так что все.
точно закругляюсь. Желаю вам уже такого предновогоднего настроения. Я так смотрю, в магазине все закупаются, всех там... Ну, я надеюсь, что у вас, те, кто меня смотрит, новогоднее настроение. И, в общем, думайте о том, что загадаете под Новый год. Все, хорошего вам настроения. Увидимся скоро, запишу тоже скоро видео. Вот. Все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.